Ультрачеткая 108-мегапиксельная камера, мощный процессор Helio G91, 256 гигабайт внутренней памяти, 16 гигабайт оперативной памяти 8+8, экран на 6,6 дюйма с частотой обновления экрана до 90 Гц, аккумулятор емкостью 5000 мАч, быстрой зарядкой до 18 Вт, удобной и обширной в плане функционала системой ITEL 13.5. И это только небольшая часть того, что из себя представляет новинка под названием ITEL S24. Но не буду тянуть, перейдем сразу к обзору. Распаковка. Поставляется данная модель в черно-красной упаковке. На ней есть краткие характеристики и название модели. Плюс подарком мне прислали еще фирменную кепку. Пакинг отличный, смартфон пришел целый. В комплекте мы имеем сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, руководство пользователя, хороший силиконовый чехол, адаптер питания до 18 Вт и кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Слот прорезиненный и полноценный под 2 нано-сим-карты и карту памяти microSD. Весит смартфон всего 194 грамма, а габариты его составляют 165 на 76 на 8,5 мм без блока камеры, а вместе с ним 11,6 мм. Напоминаю, что 7 обзоров в неделю выгружаю минимум, плюс ежемесячно разыгрываю по смартфону. Первые 3 месяца это будет Poco X6 Pro. Условия просты: подписаться на канал с колоколом, оставить комментарий осмысленный больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании к своему каналу указать свое имя в телеге. Плюс подписаться на ТГ скидок. Не забудьте открыть подписки, и вы автоматически в розыгрыше. Перейдем же к смартфону. Начнем. Приобрести данный девайс можно в 3 вариантах расцветки. Это черная, белая и голубая. Отмечу, что белая расцветка при воздействии ультрафиолета изменяет цвет на розовый. Внешне смартфон выглядит очень даже привлекательно. Плюс от меня за круглый небольшой вырез под фронтальную камеру, небольшие рамки и интересно оформленный блок камер. Ко всему в системе есть функция Dynamic Bar для отображения различной информации, анимации рядом с вырезом под фронтальную камеру. Эргономика смартфона удобная, грани прямые, в руке он лежит комфортно, плюс из-за веса пользоваться одной рукой им также можно. Тыльная часть матовая с тактильно приятной поверхностью. Смартфон собран достойно и материалы качественные. На корпусе расположена кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 2.0, микрофоны и динамики. Звучание в данной модели стерео с настройкой DTS. Можно выбрать один из режимов, предоставленных в настройках, а также воспользоваться кастомным эквалайзером. Плюс есть мини-джек на 3,5 мм, что удобно. Вибромоторчик достаточно мощный, учитывая вес и габариты устройства. Летим дальше. Смартфон оснащен IPS-экраном на 6,6 дюйма с разрешением 1612 на 720 пикселей HD+. Экран плоский, без закругленных краев, соотношение экрана к корпусу 91%, максимальная яркость 480 нит, по моим замерам на 100% яркости, без включенной функции автоматической регулировки яркости, экран выдает 270 люксов. Яркости для повседневного использования в принципе достаточно. Частота обновления экрана максимум 90 Гц, также в настройках можно выбрать 60 Гц и автоматический режим. Из полезного есть функция Ultra Touch для настройки скорости пролистывания и скорости анимации, режим в кармане, режим чтения, персонализация интерфейса и многое другое. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает довольно быстро и корректно. Зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца несколько раз можно, но будет всплывать уведомление о том, что данный отпечаток пальца уже зарегистрирован. Максимум можно завести 5 отпечатков пальцев. Распознавание лица срабатывает даже под небольшим углом. Биометрические данные можно внести только одного лица. Летим дальше. Процессор MediaTek Helio G91 с техпроцессом 12 нанометров с 8 ядрами и максимальной частотой 2 ГГц. Графический процессор ARM Mali G52, интерфейс ITEL 13.5. На базе Android 13 версии система работает хорошо, подвисаний за время тестирования не встречал. Оперативная память на 8 ГБ, виртуальное расширение ОЗУ на борту до 8 ГБ, сверху уже имеющихся. В итоге получается 16 ГБ ОЗУ, внутренняя память на 256 ГБ, имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, 4G сетей и ниже. Датчик приближения работает без нареканий, NFC-модуль на борту. Далее, емкость аккумулятора 5000 мАч, в режиме ожидания смартфон может проработать до 49 дней, в режиме звонилки до 38 часов. При просмотре видео или фильмов до 7,5 часов и в играх более 5 часов. Полный цикл зарядки ITEL S24 составляет всего 2 часа. В настройках можно оптимизировать расход заряда, а также воспользоваться функциями умной зарядки и обходной зарядки, что хорошо для игр. Поедает за час просмотра видео на YouTube смартфон на максимальной яркости по Wi-Fi 8%. В играх за час уходит 20-25% зарядов, таких как
как PUBG New State и Call of Duty. Смартфон не сбрасывает яркость и сильно не нагревается. Играть в подобные игры возможно, я бы даже сказал, без каких-то проблем. Все зависит от настроек. Отмечу, что для игр предоставили игровые настройки с панелью игрового помощника. Можно включить вспомогательную панель, напоминание о вреде для здоровья, настроить стиль графики в играх и не только. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест прошел смартфон стабильно. 149 гипсов минимально, максимально 175 гипсов и в среднем 164 гипса на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench 6 в сингл-коре 410, в мультикоре 1446, в GPU-скоре 572. В Antutu S24 выдал 270 тысяч попугаев, потратив всего 4% заряда на тест. Storage-тест показал 14,5 тысяч баллов. Перейдем к камерам. Здесь установлен основной AI-сенсор на 108 мегапикселей с апертурой f1.75 и максимальным разрешением для видеосъемки 2К 30 FPS. Также есть дополнительный сенсор и LED-вспышка. Фронтальный сенсор на 8 мегапикселей с максимальным разрешением для съемки видео. Также в 2К 30 FPS. Удобно, что в верхней части экрана спрятали LED-вспышку для более качественных фотоснимков или видеосъемки. Плюс есть цифровая стабилизация для фронтального и основного сенсора. В стоке на смартфоне имеется достаточное количество различных режимов и вспомогательных функций, к примеру, режим Super Night, портрет, HDR-режим, шаблоны, фильтры, Slow Motion, двойное видео, настройка диафрагмы, режим портрета с ИИ, цифровой зум 10x, AR-съемка, Pro-режим, панорама, таймлапс и не только. Перейдем к примерам. Первый пример видеосъемки с основного сенсора на улице в статическом положении с разрешением 2К 30 FPS. Цветопередача хорошая, работа со светом приемлемая, в общей картинке все выглядит отлично. Второй пример видеосъемки также с основного сенсора на улице, но с разрешением 1080p 30 FPS с включенной стабилизацией, тест проверки автофокусировки. Изначально можно заметить, насколько хорошо справляется стабилизация, а также то, что при смене фокуса с ближнего объекта на общий план автофокус срабатывает довольно плавно. Последний, третий пример — фронтальная камера общего плана на улице в статичном положении с разрешением 2К 30 FPS. Фронтальный сенсор практически так же хорош, как и основной. По фотосъемке вопросов нет, изображения получаются детальными с приятной цветопередачей. Удобно, что есть возможность использовать различные режимы, так как можно добиться великолепных фотоснимков. Примеры фото вы сейчас увидите. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Резюмирую. Из основных плюсов я бы выделил экран на 6,6 дюйма с частотой обновления до 90 Гц, круглый вырез под фронтальную камеру с функцией Dynamic Bar, стильный дизайн, 108 мегапикселей основной сенсор, производительность, возможность расширить ОЗУ до 16 гигабайт и отличное время автономной работы. Огромное спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья!